Как реагировать в такой ситуации? У меня сейчас дочка заболела COVID-19, тяжело переносит, сын после операции, а муж даже не спрашивает, как у детей дела, как они себя чувствуют. Дети общие, мы в браке 36 лет. Если я говорю про детей, не вижу в его глазах интереса или переживаний. Как мне себя вести? Svetlana, thank you for your question. Светлана, спасибо за этот вопрос. I think you're not the only one that asks these kind of questions. Я думаю, что вы не единственная женщина, которая задается подобными вопросами. We women, we want our husbands to feel what we feel. Мы, женщины, мы хотим, чтобы наши мужья чувствовали то, что мы чувствуем. It's just natural. Ну, это естественно. We want to share everything with them. Мы хотим делиться всем с ними. We want to share our emotions with them. Мы хотим эмоции свои разделить вместе с And ними. sometimes they don't get it. Иногда мужчины не понимают, что мы от них хотим. Правда, Оля? Да, и они не всегда выносят нашего многословия. Потока эмоций. Потока эмоций и просят: сейчас, подожди, я сейчас подумаю. Надо все переварить, надо все подумать. Да, это правда. God made them as men and He made us as women. Понимаете, Господь сотворил мужчин мужчинами, а женщин женщинами. And we have beautiful differences. И у нас прекрасны наши различия. Absolutely beautiful differences. Прекрасны наши различия. And the way that we're made is just perfect for us being mothers and nurturing. И то, как мы сотворены Господом, мы совершенны для того, чтобы быть матерями и для того, чтобы нести в себе материнство. And our husbands are more doers. А мужчины, они делатели по большей части. And so we can't judge one another. И нельзя осуждать за различия друг друга. I know it's a temptation, Хотя это искушение. but we've got to resist it. Но мы должны противостать ему. Because you can't force your emotions on your husband. Нельзя заставлять мужчину испытывать свои эмоции. Okay? So I want you to look at Matthew chapter А 7. давайте откроем Матфея, 7 глава. And this is amazing scripture. Это удивительное место And Писания, Jesus is talking, где Иисус говорит: and He is telling us to judge not, that we be not judged. «Не судите», с 1 стиха, «да не судимы будете». So He doesn't want us to judge, because if we judge, we're going to be judged. Господь не хочет, чтобы мы осуждали, потому что, осуждая, будем осуждаемы. So like if in your situation, if you're judging your husband, Как в этой ситуации, если вы осуждаете своего мужа, sometimes we judge and fear because we don't understand. иногда мы осуждаем или боимся, потому что не понимаем. But I'm just telling you that your husband is not that unusual. Важно понять, что ничего необычного в вашем муже нет. Because they just don't, usually men do not express their emotions the way that women do. Мужчины, это нормально для мужчины. Обычно мужчина не экспрессивно, не выражает экспрессивно свои эмоции так, как это принято у женщин. And there can be the temptation, because we don't understand, to judge. И из-за этого у нас такое искушение осуждать их за это. Even to say, well, you should do what I do. Мы как будто хотим сказать: ты должен переживать, как я переживаю. You're not a very good father. Ты плохой отец. See how that's a judgmental attitude. Понимаете, это отношение суда. And so Jesus says, Иисус говорит: for with what judgment you judge, либо каким судом судите, you'll be judged. таким и судимы будете. And with the measure you use, И такой мерой, какой меряете, it will be measured back to и you. вам отмерено будет. So the way that we judge is going to come right back on us. То есть мы, осуждая, будем осуждаемы.
And Jesus says, and why do you look at the speck in your brother's eye Дальше написано, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, and you don't consider the plank in your own eye? а в своем глазе бревна не чувствуешь? Or how can you say to your brother, Или как ты можешь сказать брату своему, let me remove the speck from your eye, да, я выну сучок из глаза брата, из глаза and твоего. look, a plank is in your own eye? Посмотри, в твоем собственном глазу бревно. So Jesus does not want us to judge other people, Иисус не хочет, чтобы мы осуждали других людей, but to look at how we can change. но чтобы мы наблюдали за тем, как нам измениться. Well, let's say that maybe you're not judging your husband. Ну, предположим, вы не осуждаете своего Maybe you're мужа. just sad because he's not doing what you want him to do. Может быть, вы печалитесь от того, что он не хочет делать то, что вы от него ожидаете. Well, you can also speak to your husband, Я думаю, что можно поговорить об этом с мужем. not with emotions, Не эмоционально, not trying to change him, не пытаясь изменить его, but just telling him но говоря how you ему, feel. что вы чувствуете. And that it scares you that he doesn't show this care to your children. Вас пугает, что вы не видите явную заботу, так как вы это видите о своих детях. And that you need him to care for your children. А вы испытываете эту нужду. Вы хотите, чтобы он заботился о детях. To talk to him about this, Поговорите с ним об этом, not with emotion, не включая эмоции. but really how you feel about it. Поговорите с ним о том, что вы чувствуете, Not blaming him, не обвиняя его, not trying to change him, не пытаясь его изменить, but trying to understand. но пытаясь понять, Understand maybe what he feels. понять, какие у него чувства. And you said you've been married for 36 years. Вы написали, что 36 лет вы женаты. You want to end your marriage sweet. Вы же хотите, чтобы ваш брак был таким добрым. In marriage, it's always a growing relationship. Брачные взаимоотношения — это всегда рост во взаимоотношениях. We're always growing in our ability to communicate to one another. Всю свою жизнь мы возрастаем в способности и умении общаться друг с другом. So pray about these things. Помолитесь об этом. Ask yourself, am I judging him? Вы себя спросите, может быть, я осуждаю? Have I decided that he's not as good as me? И если я если я так решила, что он не такой хороший, как я, He needs to be more like me. а он должен быть больше, как я. Or do we need just to have a conversation Или мы хотим поговорить, so I can understand him better? чтобы им понять лучше своего мужа. Thank you so much for your question. Огромное спасибо за ваш вопрос. What an important question. Очень важный вопрос. Because they've been married 36 years. 36 лет люди женаты. Это много. Да. Да, Много слава Богу. пережили, Oh, много прошли, большой путь. И сохранили брак. and precious children. И дети, драгоценные есть дети. And of course, the devil wants to steal. И, конечно, дьявол хочет украсть, He wants to accuse. обвинить, He wants to blame. осудить. But we have the power to open ourselves up and have conversation. Но у нас есть эта сила. Мы можем открыть свое сердце к разговору, к диалогу. And just remember this one scripture. Хочу напомнить одно местописание. To speak the truth to one another in love. Говорите истину в любви. Don't blame your husband. Не обвиняйте своего мужа. Try to understand. Попытайтесь понять. I bless your marriage. А я благословляю вас. 36 years. 36 лет. Congratulations. Поздравляю! And you've got more better years ahead of you. И лучшие годы впереди.